Хотеть нормально. И в процессе жизни у нас появляются разные хотелки, разные желания. И сегодня я хочу слегка прикоснуться к теме целей, постановки целей, формулировки намерений и каким образом можно сделать это эффективнее, чтобы не просто было целеполагание, но и обязательно появилось целевоплощение. Ну и, конечно, для начала нужно понять, чего ты хочешь. Задай себе вопрос, чего я хочу. Четко, конкретно, честно сформулируй. Здесь вопросов возникает обычно мало, хотя они все-таки иногда и встречаются. Проверить на экологичность и на актуальность можно несколькими вопросами. После того, как ты напишешь, чего ты хочешь, задай вопрос: а зачем мне это? Получив от себя ответ, задай этот же самый вопрос еще раз: а это зачем? И еще раз, до тех пор, пока ты не будешь четко понимать ответа на этот вопрос. Ну и экологичность. Какую пользу это принесет мне и другим людям? Можно сформулировать вопрос несколько иначе. Не навредит ли реализация моего намерения мне или другим людям? Ну, а теперь ко второй части целеполагания. Непременно нужно понять, а готов ли ты к тому, чтобы это намерение или твоя цель реализовались. Ответь на два вопроса. Что я получу в процессе и что я получу в результате? Когда речь про результат, то здесь, конечно же, нужно написать конкретно, четко, как ты видишь воплощение этого своего намерения. Ну, допустим, ты хочешь новую должность. Конкретный, конечный результат, то есть что я получу в результате? Я получу новую должность и все, что к этому прилагается. Увеличение дохода, материальную стабильность, а возможно, тебя это мало интересует, и тебе важно признание, изменение статуса, самоуважение, поднятие самооценки. То есть здесь ты пишешь сам. Ну, а теперь что ты получишь в процессе? Это даже важнее того, что ты получишь в результате. Потому что в процессе ты получишь необходимость обучиться новым навыкам, много контактов с людьми, возможно, необходимость решать непривычные для тебя задачи, могут быть промедления, задержки. То есть вот здесь, что я получу в процессе, я рекомендую тебе написать в том числе и все сложности, которые могут возникнуть. Ты как бы показываешь свою готовность к тому, чтобы они в твоей жизни проигрались, и ты достойно этот жизненный урок исполнил. Ну и, конечно же, здесь может очень четко проявиться вот тот момент, нужно ли тебе действительно реализовывать это намерение или нет. Но знаешь, вот такой пример. Если у тебя сегодня доход там 15-20 тысяч, а ты хочешь получить Мерседес, и даже ты как бы пропишешь, что ты получишь в результате, там, статусный автомобиль, возможность передвигаться, удовольствие от поездки, там, быстрое перемещение из пункта А в пункт Б, не забудь здесь написать еще одно. В результате ты получишь дорогой автомобиль, у которого дорогое обслуживание, необходимость покупать бензин более высокого класса, необходимость там поставить сигнализацию, чтобы у тебя был гараж безопасный, техобслуживание, страховки. То есть вот это все тоже, пожалуйста, пропиши. Ведь Вселенная иногда саботирует
реализацию наших намерений и не дает нам возможность воплотить их в жизнь по одной простой причине. Она лишает нас головной боли в будущем. То есть, если ты сегодня еще не готов к получению этого и не готов к последствиям получения, то тебе просто-напросто это не дадут и сэкономят энергию. Итак, кроме намерения у тебя должна быть готовность. Готовность иметь и готовность действовать. Повторю вопросы еще раз. Чего я хочу? Зачем мне это? Несколько раз, да? Какую пользу это принесет мне и окружающим людям? Не будет ли вреда мне или окружающим людям? Что я получу в процессе? Что я получу в результате? И когда ты это будешь прописывать, возможно, какие-то твои намерения или цели отпадут просто сами собой. Все мы хотим благополучия и все мы хотим благополучения. Еще раз, для того, чтобы это в нашей жизни проигралось, реализовалось, важно не просто выразить намерение, но и готовность к тем действиям и к тем последствиям, которые при реализации намерения непременно возникнут. И еще один момент, на который хочу зафиксировать сегодня твое внимание. Пожалуйста, найди минутку и представь себе, каким или какой ты станешь в результате реализации этого намерения. И вот эта картинка у тебя должна быть четкой, ясной и прозрачной для тебя. То есть тебе нужно на всех уровнях понимать, каким ты станешь. Если это, допустим, намерение зарабатывать, сейчас у тебя 20 тысяч, ты хочешь зарабатывать, допустим, 50 или 100 тысяч рублей, хотя я бы не стала так резко портить отношения с реальностью, все-таки нужно поступательно, постепенно прибавлять, в своих намерениях и желаниях. Так вот, если твое намерение или желание, или цель зарабатывать 50, допустим, тысяч рублей, давай представим, каким человеком ты станешь в результате. Как ты будешь выглядеть, как ты будешь общаться, сколько контактов с другими людьми у тебя будет, будешь ли ты более общительный или менее общительный, нужно ли тебе расширять контакты или, напротив, их сделать очень узконаправленными. Как ты будешь питаться, как ты будешь отдыхать, как ты будешь структурировать свое время, как это отразится на твоих близких. То есть вот каким ты будешь. И если у тебя будет четкое понимание и видение, каким человеком ты станешь в результате реализации своего намерения, и это будет максимально экологично и понятно, то, естественно, пространство начнет в твоей жизни проигрывать определенные ситуации, которые будут подтверждать тебе, что ты становишься именно таким человеком. И, в общем, тебе будет даваться все, что будет соответствовать данному образу. Тут есть маленький нюанс. Ты должен действительно верить в созданный тобою образ, что ты этого заслуживаешь, что тебе можно, и, наверное, самое главное, что ты можешь. И подводя итог всему вышесказанному, наверное, основная мысль, которую я хочу сегодня до тебя донести. Мало хотеть, мало высказывать намерения, писать планы. Важно понимать ответственность, которую ты получишь при реализации, и готовность выразить иметь, и готовность делать что-то по направлению к реализации задуманного. А я желаю тебе мудрости, понимания на самом деле, чего ты хочешь, зачем ты этого хочешь и что ты получишь в результате пути и уже реализации намеченного.